Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить лазанью. На моем канале уже есть один вариант лазаньи, но сегодня мы будем готовить более простой рецепт. Туда не понадобится слишком большого количества продуктов. Тесто мы тоже будем сегодня готовить, но если вы не хотите морочиться с тестом, его можно купить. Для теста нам понадобится обычная мука, 2 яйца комнатной температуры, соль, подсолнечное масло. Соотношение яиц и муки такое: на одно яйцо нам понадобится 100 грамм муки. Но яйца у всех бывают разные, крупнее и мельче, поэтому плюс-минус 2 столовые ложки у вас может играть. Это по ходу к замесам вы будете видеть. Итак, я отмерю 200 грамм муки, потому что у меня 2 яйца. В муку добавляем соль, приблизительно где-то пол чайной ложечки соли. Вот так перемешиваем и высыпаем муку на поверхность, где будем вымешивать. У вас, наверное, возник вопрос: Оля, зачем ты замешиваешь руками на столе тесто, если есть кухонная машина? Значит, смотрите, не у всех есть кухонные комбайны дома, и не все могут замешивать тесто не руками, а в них. Это раз, поэтому по-разному будет замешиваться тесто, если в комбайне или руками, по количеству времени, и бывает так, что муки даже уходит разное количество. Поэтому я показываю классический рецепт, как это делать на столе, но если у вас есть кухонная машина, это гораздо быстрее. Теперь в муке делаем углубление, из муки вот делаем вот такую небольшую, как лунку. Сюда вбиваем 2 яйца. Теперь немного подсыпаем муку вот так вот в яйца, начинаем замешивать тесто. Когда уже явных яиц нет, мы уже их начинаем размешивать с мукой, ложка больше не понадобится, и начинаем тесто вымешивать руками. Тесто должно получиться плотным, тугим. Когда все тесто собрали в комок, выливаем на него 2 столовые ложки масла. И тоже начинаем замешивать. Когда вы будете замешивать, сыпется крошка, которую, как вы ни стараетесь, она уже в тесто не вмешивается. Вот я ее обычно отодвигаю, это приблизительно эта столовая ложка, и уже не вмешиваю, мешаю с маслом уже вот этот кусочек теста, который получился. Хорошо, вымешать его достаточно, знаете, так, нелегко, потому что оно тугое. Поэтому в этом плане кухонные машины, конечно, супер. Делается это где-то приблизительно 10-15 минут вот так вот руками. Я вымешала тесто, оно уже такое более-менее однородное, но оно тугое-тугое, так и должно быть. Теперь берем пакет или пищевую пленку, вот так его заворачиваем и убираем на полчаса, на 40 минут, до часа можно в холодильник. Теперь по продуктам. Нам понадобится фарш. Значит, здесь у меня говядина. Я сделала фарш сама, можно купить. Вам понадобится где-то приблизительно 700-800 грамм, но здесь у меня целый килограмм. Сыр, обычный твердый сыр. Сухое или полусухое белое вино. Так, из специй, трав. Значит, здесь у меня пару ложек итальянских трав, но вы можете заменить на базилик обязательно, чтобы был. А там положите любые специи. Ну, естественно, соль и душистый перчик тоже нужно. Так, помидоры. Значит, здесь у меня обычные помидоры, но можно использовать томат. Томатную пасту я не добавляла, не знаю, как будет. Мне кажется, чтобы не было кисловато. Лучше со свежими помидорами, вкуснее всего. Пару зубчиков чеснока, 1 большая луковица или 2 маленьких. Так, дальше молоко пол-литра, мускатный орех тертый и 50-60 грамм сливочного масла. Помидоры сверху делаем вот такой крестообразный надрез и ставим чайник воды закипятиться. Значит, так как сейчас у меня зима и помидоры, ну, я буду говорить так, не слишком помидорные, с них не будет столько сока, как хотелось бы, поэтому я буду добавлять либо домашний томат, который я на зиму заготавливаю, можно добавлять кетчуп, тоже будет вкусно. Заливаем кипятком на пару минут. Теперь нарезаем лук. Значит, как я режу лук? Сейчас покажу. Значит, чтобы не резать полукольцами, ну, во-первых, если у вас маленькие луковички, полукольцами подойдет. Но у меня вот такая большая, поэтому я порежу ее на 3 части, а потом типа полукольцами вот так вот тоненько-тоненько. Ставим сковородку с маслом разогреваться. Сюда же отправляем лук, немного его вот так вот распушивая между собой.
Теперь берем небольшой нож, через пару минут слили воду и посмотрите, как хорошо отходит кожица. В общем, всю ее снимаем и берем терку. На крупной терке натираем помидоры. Можно это сделать в комбайне. Потерли помидоры. Если сейчас сезон помидоров, то вы можете не тереть на терке, а просто мелко порезать помидоры, такие мясистые, ярко-красные. Будет очень вкусно. Теперь сюда выдавливаем чеснок. Можно 1-2 зубчика, но я беру 3, у меня любит чеснок. Сюда же отправляем травы. Вы можете добавить острого какого-то перца, если хотите. Так, теперь берем соль и перец. Слишком много соли не добавляем, где-то пол чайной ложки, потому что все равно будем подсаливать мясо еще. И сюда же перец. Я немного помелю перчика душистого. Перемешиваем. Так как базилик у меня здесь был в травах, если вы найдете свежий базилик, то порежьте его ножом и добавьте еще сюда свежего базилика. Будет очень вкусно со свежим. Ну, как минимум в траве, в специи точно добавьте. Отставляем в сторону приготовленные томаты. Берем терку и натираем на меленькой терке, натираем сыр. Значит, вы, конечно, можете использовать пармезан, но я использую обычный твердый сыр, любой. Когда лук только начинает золотиться, отправляем сюда фарш, перемешиваем с луком и начинаем готовить. Прошло минут 10 от начала готовки мяса, оно уже практически до конца поменяло цвет, еще кое-где есть сырое. Теперь берем соль и нужно немного подсолить. Тоже много не солите, потому что будете пробовать уже потом в конце, если нужно будет, добавим соли. Я вот так вот чайную ложечку, а потом уже буду пробовать в самом конце. Так, беру томаты, выливаю сюда все. Теперь все перемешиваю вместе с томатами. Если вы хотите, я буду добавлять сегодня томат немножко, но вы можете добавить кетчупа или взять хорошие помидоры, если это не зима, как у меня сегодня. Можно даже томатную пасту, но чтобы она не была слишком кислая, потому что производители томатных паст все разные. Если кисловатая, добавьте ложечку сахара и будет как раз хорошо. Так, перемешиваем, видите, сколько жидкости уже. Ставим на средний огонь, закрываем крышкой и будем тушить до готовности. Периодически я его все равно буду помешивать, чтобы жидкость вся выпарилась. Так, хорошо, перемешиваем, накрываем крышкой. В небольшой кастрюльке ставим греться молоко. Сейчас будем готовить бешамель. Пока молоко греется, берем небольшую кастрюльку, ставим рядом и сюда же отправляем кусочек сливочного масла. Так, на небольшом огне растворяем сливочное масло полностью. В масло отправляем 3-4 ложки столовые муки, но без большой горки, вот так, знаете, приблизительно вровень. 2, 3 и 4. Теперь хорошо, быстро замешиваем такое, знаете, себе тесто. Вот так. Так, посмотрите, масло с мукой заварилось. Выключите плиту, потому что вы не угадаете, чтобы оно не сгорело. Рядом у меня молоко уже горячее. Я отключаю конфорку, чтобы оно не побежало. Так, и теперь беру молоко. Вместо вот этого вот деревянной ложечки я беру венчик, потому что им удобней. Так, подвигаю. Наливаю 1 половничек молока и развожу масло с мукой в молоке, чтобы не было комочков. Сначала 1 половничек молока. Вот так вот хорошо, видите, вмешался. Теперь другой. И так по 1 половничку все молоко. Если вы выльете сразу, у вас будут комочки. А так будет то, что надо. Так, хорошо. Еще у меня на канале есть отдельно видео, как приготовить бешамель. Там такая хорошая инструкция, я рассказываю пошагово, что как сделать. Вы можете пересмотреть отдельно то видео, если вам интересно, как готовить его супер правильно. Так, хорошо. Еще в молоко можно добавить, не можно, а нужно добавить мускатный орех. Добавляем. И щепотку соли. Так, знаете, присолить. Мешаем и добавляем. Итак, я закончила, последнее молоко вылила. Посмотрите, какой красивый однородный получился бешамель. Теперь оставляем его на плите, обязательно попробуйте. Если вы чуть-чуть его не досолили, просто он должен быть приятного вкуса, но не пресный.
Чуть-чуть еще щепотку соли добросьте. Все, оставляем на плите и даем ему остыть. Минут через 20 после того, как готовится мясо, значит, обязательно я его помешаю. Попробуйте на соль, а соли вам явно не хватит, поэтому немного придется досолить. И еще сюда отправляем белое, полусухое или сухое вино. Перемешиваем. Значит, если дети эту лазанью есть не будут, то можно добавить буквально минут за 10 до конца готовки мяса. Но я еще буду полчаса или час где-то, ну как минимум, пока вот выпарится вся влага, приблизительно так говорю, буду тушить, поэтому, чтобы хорошо выпарился спирт и остался только вкус, аромат вина, я вливаю сейчас. Хорошо, перемешиваю, накрываю крышкой и теперь аж до готовности мяса, чтобы не было столько жидкости. Мясо приготовилось. Посмотрите, не слишком много жидкости, как надо, я попробовала. Убедитесь, что по соли вам нравится. Теперь выключаем, оставляем и все, готовим пасту. Выняли тесто из холодильника, открываем его. Чем дольше оно полежит в холодильнике, тем лучше. Так, оно будет намного эластичней. Оно хорошо будет раскатываться. Так, вот так. Такое желтенькое от яиц. Очень приятное тесто. Так, хорошо, что делаем дальше? Значит, я сегодня буду раскатывать на вот таких насадках. Это насадка Kenwood, она идет к моей кухонной машине. Если у вас нет такой насадки, у меня есть другое видео про лазанью, и там я показываю, как обычной скалкой раскатывать тесто. В этом видео я уже не буду показывать еще раз, поэтому просто перейдите на другую лазанью, или в конце этого ролика будет обязательно переход на лазанью другую. Там посмотрите, как обычной скалкой тонко, быстро тоже раскатать. Но сегодня у меня уже есть вот такие прикольные насадки, очень удобные, я уже пользовалась, они раскатывают тесто, это очень быстро, удобнее, ну и, конечно же, намного легче, чем скалкой, все быстрее. Я уже сказала, что насадки эти от Kenwood, вот от этой кухонной машины, которая здесь у меня есть. И вообще официальный магазин Kenwood в Украине сделал скидку для моих подписчиков на насадки 15% и на кухонные машины 10%, промокод Ольга Матвей, поэтому вы можете еще успеть перейти, посмотреть, ссылки под видео, вся информация под видео, потом переходите, посмотрите, очень удобно, в общем, я довольна. Из теста делаем небольшую вот такую колбаску. И делим ее на 3 части, ну вот так, на глаз. Уже очень легко это делать, оно полежало, стало мягко и не так тяжело. Делаем вот такую вот лепешечку из него. Присыпаем с 2 сторон немножко мукой. Вот так. И начинаем раскатывать. Значит, здесь у меня есть регулятор толщины. Сначала раскатываю на самой такой крупной толщине, которая здесь есть. Когда она раскатала в один пласт, слаживаем еще вот так пополам, вот так, и теперь пропускаем вот так. Припыляем тесто с 2 сторон мукой по ходу раскатки, причем неважно, раскатываете вы на машинке или обычной скалкой. И еще раскатываем до где-то 1,5 миллиметра. Вот такая толщина теста должна быть. Я буду использовать небольшую формочку для выпечки, потому что буду делать несколько лазаний. И теперь порежу, исходя из вот этого вот квадрата самой формочки. Теперь сделанные заготовки нужно отварить. Я приготовила 2 кастрюльки. В одной поставила воду закипаться, вот она почти закипела. Ее нужно немного подсолить. Так, где тут моя ложка? Подсаливаю. И беру подсолнечное масло и пару капель подсолнечного масла в водичку. Вот так. Теперь рядом у меня стоит другая кастрюлька. Здесь у меня холодная вода. Если в доме у вас есть отдельно сделанный лед, вы в холодную воду можете добавить еще несколько льдинок. Сюда тоже отправляю несколько капель подсолнечного масла. Когда вода закипела, отправляем сюда по одному листочку, который мы сделали. Если у вас большая кастрюлька, вы можете по 2, по 3 отправлять, но у меня маленькая, я по одному. Провариваем буквально 1 минуту и вынимаем. Либо засеките время, либо так, на глазок, не больше 1 минуты. И сразу перекладываем в холодную воду. Так, вынимаю и в холодную воду. Варю следующий. Когда все отварили, берем дуршлаг,
И перекладываем все эти листья, которые мы сварили, в друшлаг. Они сейчас стекут, их можно будет использовать. Я еще делаю так, я каждый листик отдельно вот так вот распрямляю, видите, чтобы потом удобно было выкладывать. Так, я все подготовила, теперь начинаю собирать лазанью. У меня вот такая небольшая формочка, извините, что она не совсем чистая, она просто не совсем новая. Так, теперь на дно формочки немного отправляем соуса. Чуть-чуть, много не лейте. Еще хочу сказать, если слишком много заливать соусом, ваша лазанья будет плавать. А нам надо, чтобы она хорошо держала форму после того, как приготовится. Поэтому сейчас я покажу, как делаю я, как приспособилась сделать я. Берем листья лазаньи, выкладываем их вот сюда. Так, хорошо. Значит, если, видите, вот так вот чуть-чуть не доварились они, я вот так сейчас положу и обрежу. А там, смотрите, регулируйте по своей формочке. Обрезаем. Если у вас формочка любого другого размера, вы сможете подгадать листья лазаньи под любую форму. И помните, что все равно лазанья еще в стороны раздастся. Теперь берем мясо и на макароны выкладываем мясо. Значит, слишком до краев я все равно не докладываю, чуть-чуть оставляю место, потому что под весом все равно оно разойдется. Сверху поливаем бешамелем. Так вот, смотрите, я не заливаю слишком бешамелем. Поливаю, сейчас еще половничек, главное, чтобы оно не плавало все. Если вы используете покупные листья для лазаньи, каждая фирма может делать по-разному, и, возможно, где-то больше понадобится бешамеля, где-то меньше. Сверху отправляем сыр. Значит, знаете, это такой бюджетный вариант лазаньи, потому что сыр используется самый обычный, твердый, просто я его натерла. Вот так. Хорошо. Теперь следующие листья лазаньи выкладываем. Так, и выкладываем последний сыр. Последний слой лазаньи, мы уже мясо не закладываем сверху. Поливаем бешамелем и засыпаем сыром. Лазанью отправляем на 180 градусов приблизительно на полчаса до готовности макарон. Значит, вы можете использовать сюда любой сыр, совершенно. Просто я сделала такой более бюджетный вариант лазаньи, чтобы было не так дорого, чтобы не покупать такие дорогущие сыры, раз-два и готово. И сейчас скажу, сколько таких лазаний у меня вообще получается. Вот эта формочка, сейчас я ее померяю. Обычно где-то 3 штуки у меня таких получается. Значит, смотрите, внутренний разъем, ну, практически 20, ну, на 20, квадратная она, 20 на 20, и таких получается 3. Не обязательно готовить все сразу. Можно приготовить одну сегодня и одну завтра. Или, например, сегодня гости 2, а завтра останется еще одна. Тоже очень удобно. Макароны вы сразу можете все вот так вот отварить и оставить в холодильнике. Они у вас не послипаются. А если вдруг послипались, в горячую воду на минутку и даже на несколько секунд, и они моментально отстанут друг от друга, потому что там масло и в тесте, и в воде, в которой вы варили. Ну хорошо, все, печем лазанью. Выняли лазанью из духовки, ей нужно настояться минут 15, чтобы жидкость, которая по кругу, ну вообще еще здесь есть, макароны на себя ее потянут, ее можно будет красиво разрезать и подать порционно, она не будет разлазиться. Посмотрите, какая она получилась в разрезе, она еще теплая, уже очень хочется ее попробовать, но очень красиво. Конечно, если бы здесь была моцарелла, она бы так тянулась красиво, но так как такой, знаете, бюджетный вариант лазаньи, это будет очень вкусно.